Всем здравствуйте! Я вас рада приветствовать на моем канале. Меня зовут Анна. И сегодня мы давайте посмотрим такую тему, как давно я не брала эту колоду Светлого Провидца. Я очень люблю. И вот теперь у меня две любимые колоды. У меня еще какие-то есть любимые, но не суть. Сегодня давайте посмотрим такую ситуацию, как ваш главный затык в отношениях. Здесь я предполагаю, что может быть как для тех, у кого есть пара, и также для тех, у кого нет пары, потому что затыки могут быть в принципе одинаковые, но посмотрим, как пойдет. Если вдруг что-то будет а-ля только для пар, я скажу. И давайте посмотрим там внизу колоды на дне, да, туз пентаклей на другой колоде. У вас есть даже какой-то шанс на обновление после этой информации. Очень интересно. Так, какой... А давайте вот с сигнификации начнем. Вы сейчас. Вы сейчас, потому что вы должны понять, это вообще вы сейчас. Ваше это или не ваше? Вы сейчас, у вас довольно-таки хорошо должно быть по деньгам. Во всяком случае, вам все хватает, да. Вы можете не хватать звезд с неба, но у вас, так скажем, все, что вам нужно, закрыто, да, даже если это какие-то, может быть, минимальные потребности, но у вас не то, что там кушать нечего, да, вы там все в кредитах, в долгах, даже если у вас есть какие-то кредиты или долг, то, так скажем, они вам посильные. Если вам резонирует, кстати, у меня недавно вышло видео про кредиты и долги, как отдать, и диагностика денежного потока, тоже это два разных видео, можете посмотреть. Потому что финансы, вы, в принципе, на них нацелены. Так, и что у нас здесь про двойку мечей? Это что у нас про отношения? Вы хотите сменить работу? Хотите сменить, понимаете, что у вас, что вы вполне уже достойны чего-то нового, другого, да, большей зарплаты, либо каких-то новых обязанностей. Отлично. Вы либо уже в процессе смены работы, либо вы только думаете об этом. То есть у вас есть мысли о том, что вы бы могли бы как-то улучшить свое финансовое положение, и какие-то условия получше были у вас. Так. Еще что про вас? Вы довольно ресурсная. Либо женщина, либо мужчина, если смотрят. Вы идете к своим целям, не распыляетесь, знаете себе цену в хорошем смысле слова. А в данном случае я бы это почитала, что вы, в принципе, как, знаете, не то чтобы сердцеедка, но я бы назвала это так, что довольно-таки заметная женщина, и многие мужчины обращают на вас внимание, но в большинстве своем как-то чисто на внешность, да, как-то дальше не идут. Так скажем, не копаются в вашем глубоком, чистом внутреннем мире. А он у вас неплохой. У вас там есть чем покопаться.
Вы не просто красивая женщина, либо красивый мужчина, статусный, да, скажем так. Ну, у вас как-то немножко это внутренний мир подскрыт. Немножко прибедняетесь, давайте так скажем. И вот она у нас. Что у нас? Пошли мы немножко в дебри. Сейчас сформулирую. Ну, в принципе, здесь можно как раз-таки сказать о том, что вы ищете какую-то информацию, чтобы наладить баланс. Мы с вами сейчас эту информацию будем смотреть. Какой ваш главный затык в отношениях? Там можно было больше сказать, конечно, но мы сейчас уйдем в дебри про вас, а мы сегодня хотели посмотреть в этом видео про отношения. Какой ваш главный затык в отношениях? Что эмоционально не получаете эмоции в отношениях? Нет эмоций в отношениях. Нет энергообмена эмоциями в отношениях, что вы вроде как готовы много чего дать, а получаете 4 раза или сколько? Ну вот, вместо 4 кубков вы получаете всего лишь 1. То есть даете больше, чем получаете. Тройку жезлов немножко хочу. Не видите каких-то перспектив. То есть если вы в отношениях, то у вас неравный энергообмен. Именно эмоционально. У вас нет эмоционального наполнения от отношений. Да? Человек может быть невнимательным, как-то вам не хватает какого-то тепла, комплиментов, восхищения в ваш адрес. И вы вполне можете смотреть как-то даже и на сторону в том плане, что где-то добирать эти комплименты. То есть вам нравится, когда на вас обращают внимание другие мужчины. И при этом вам может быть печально от того, что это не делает ваш мужчина. То есть это не в плане измены, да, это в плане того, что вас даже эти комплименты не радуют, потому что вы понимаете, что вы хотели бы получать это от вашего мужчины, а вы этого не получаете. И вы не знаете, что с этим делать на самом-то деле. Если вы одиноки, то вам попадаются мужчины, в которых вы начинаете вкладываться очень сильно, а получаете обратно, ну, так скажем, 2 раза меньше как минимум. Да, то есть если вам человек написал, вы уже начинаете ему открываться, там, общаться как с человеком, которого вы знаете там 10 лет, а человек там, например, может как-то односложно отвечать, вообще не начинать участвовать в диалоге, там да, нет, окей, привет, ну, так как-то, и вы сдуваетесь очень быстро, вам это надоедает, а человек потом в дальнейшем не проявляет никаких, ну, так скажем, эмоций и даже может не продолжать общение. Так. У вас прям эмоции, вы прям переполнены эмоциями, вам их нужно даже куда-то выплескивать, вам нужно найти какой-то другой источник, потому что, как психологи трубят, да, нынче о том, что у женщины эмоций намного больше, чем у мужчин. Они сильнее эмоционально, больше, да, то есть спектр эмоций шире. И
когда вы направляете только на одного человека, этому человеку очень сложно. И, как знаете, такой вихрь из эмоций, и человек может просто сливаться, потому что он не вывозит всего этого. Здесь нужно найти в том числе какие-то другие занятия, подруги в том числе, куда вы эти эмоции можете деть в большинстве своем. И тогда вас, если вы цепляетесь, да, за каждого мужчину, например, который обращает на вас внимание, строите какие-то большие ожидания, вам будет легче не зацикливаться на нем. Так, а те, кто в паре, ну, порой человек, который с вами в паре, он хочет прям сбежать от ваших эмоций. Могут быть такие слова, как «не делай мне мозг», да, что опять у тебя там случилось, вечно у тебя все как-то не так, вечно тра-та-та. Ну, то есть человек ваши эмоции не вывозит, ему хочется сбежать, ему хочется уйти, и как бы вот вам еще больше кажется, что он какой-то черствый и совершенно не чуткий. Вас это как минимум раздражает, да. Как минимум, я бы сказала, раздражает, как максимум вы готовы уже как-то стукнуть чем-нибудь по голове. Да, вы очень как бы страдаете от этого. Вам это кажется несправедливым. Давайте здесь посмотрим. Особенно мне в данном случае интересно для тех, кто в паре. Для тех, кто не в паре, как раз-таки у вас действие это искать выход эмоциям, кроме мужчин. Ну, в принципе, кто в паре тоже. Давайте еще посмотрим, чем вы себе еще можете помочь. Здесь, возможно, есть смысл, он все-таки выпал, туз пентаклей, он был на дне колоды. Здесь вы, в принципе, можете себе помочь, если найдете хобби по душе, да, то есть то, что вас прям вот зажигает настолько, что ваш молодой человек, мужчина или вообще мужчина вас, так скажем, даже не увидит. Вы настолько этим увлечены. Это, кстати, может быть даже приносить вам деньги, это хобби. Не знаю, рисуете вы, обучаете этому рисованию, либо травы собираете, продаете, свечи делаете. Здесь какая-то такая тема. Какое-то занятие, хобби, которое вас настолько наполняет, вы настолько туда с любовью вкладываетесь, да, что туда вот как раз вот эти эмоции все, они уходят. Может, вы петь любите или танцевать. Может, кошечкам, собачкам помогать. Да, вам нужно пойти там, где ваши эмоции. Что еще вызывает у вас сильные эмоции, кроме вашего мужчины? Потому что он в данном случае, или отсутствие его, вызывает у вас негативные эмоции, которые, в принципе, вас разрушают. Вам нужно прийти в баланс и все эти эмоции поменять на позитивные, иначе вас будет очень сильно раскачивать. Кто-то может, кстати, там выращивать что-то на балконе, цветами заниматься. Но здесь это в любом случае какое-то такое дело, да там даже вышивать крестиком, алмазные вот эти раскладки, или как они называются, даже рисование по номерам, то есть то, что позволит вам то, что вам нравится, то, что вы вот лелеете, да, вот, да, тоже Таро, например, для себя это делать, да, там с подружками собираться что-то, а вдруг вы и действительно как-то это дело жизни у вас, либо какое-то хобби будет, ну, не Таро, там маг-карты, психология, какие-то женские клубы, то есть вам эти эмоции нужно куда-то сливать,
мужчина не выдерживает, вы слишком эмоциональны, да, вам может казаться, кстати, кому-то, что у вас чувственность закрыта, она закрыта, как раз-таки блоки идут из-за того, что вы переполнены, да, и уже если вы просто откроете вот этот весь стаканчик, да, ларец с вашими эмоциями, там просто вылетит кракен и всех порешит, потому что слишком переполнено. Поэтому взяли, закрыли. А если вы начнете выпускать эмоции в какое-то другое русло, да, можно просто сходить в спортзал, там проораться, например, да, какими-то боевыми даже искусствами. Ну, не женское, ну, как бы каждому свое. Да, здесь вам нужны единомышленницы, вам нужны подруги, которые, вот знаете, вот прям вау, вам классно, драйвово с этими людьми. Вот как, знаете, лучшие американские фильмы а-ля, где они там сорвались, собрали чемоданы, поехали путешествовать по всей Америке, там у них драйв, танцы, дискотеки. Ну вот я вас не призываю, конечно, делать так, особенно если вы глубоко замужем, да, что ваша вторая половинка может не оценить, но я о том, что вот этого драйва не хватает, и это не всегда про мужчину. Здесь еще, во-первых, от характера мужчины зависит, а во-вторых, он просто может не уметь, да, и если вы ему это покажете, то есть вы сама станете драйвовой, он может втянуться, ему может это понравиться, но вы здесь пока сидите в отшельниках, кто-то даже немножко дуется. Вы какой-то хотите искры извне, а на самом деле эта вся искра, она у вас внутри. И она уже немножко может подгорать, пахнуть жареным. Нужно это все проявить. Опять-таки, не в скандалах с мужчиной, спорами и всем остальным, а в нужное русло. Как вариант, попробуйте съездить, если вы в паре, то съездить, отдохнуть с подругой, а не со своим мужчиной. И вы увидите, в чем разница. Либо, если вы сейчас одиноки, то поехать отдыхать в одиночестве, если для вас это новый опыт. И тоже посмотреть, как оно, что изменится. Давайте еще пару карт. Есть ли что еще сказать? Пора выпускать свои эмоции. Хватит это уже прятать. Да. Вы какой-то помощи, возможно, и ждете. Ну вот вам это видео в помощь. Да. Ищите способы ваши эмоции выпускать. Здесь у кого-то уже скопилось очень много обид, я вижу. Если многим откликнется, я могу сделать проработку, отливку на обиды. На мужчин, на людей. Ну, если наберется людей, это будет платная проработка. Сейчас пока непонятно, насколько это нужно. Ваши эмоции должны зажигать вас саму. Ну, либо самого, бывают эмоциональные мужчины в том числе. Если мужчина или мужчина ваш не говорят вам комплименты, начните говорить их сами, начните поливать свой сад сами, начните вставать и говорить, какая я красивая, какие у меня волосы шикарные, мягкие, длинные, волнистые,
цвет красивый, да, начните себя эмоциями своими же поливать сами хорошими. Вот какая я молодец, у меня такой вкусный пирог получился, или вот какая молодец, все быстро успела на работе, все сделала, или вот какая я умничка, красавица. И вообще хороший человек. Но мы же не привыкли сами себя хвалить, а это тоже ресурс. Вы, когда начнете это делать, вы увидите, что вы тоже наполняетесь, когда вы сами себя хвалите на самом деле. Это у вас прям для кого-то может быть переворот в мышлении, что оказывается это можно получать не только от других людей, но и от себя. Как интересно, тут вышел Паш Пентаклей, единственный Паш в этой колоде, который девушка. Вот сама себе дает Пентакль. Сама на себя обращает внимание, занимается своими делами. Здесь повешенная, кстати, очень тоже интересная. Она вот, как это называется, йога, которая, не знаю, как называется, напишите. Но она своими делами занимается, да, повешенным, но своей красотой, своей осанкой, своими мышцами. И вот тогда, когда вы наконец-то собой начнете заниматься сами давать себе деньги, сами себя холить, лелеять, и вот тогда другие люди подтянутся. В принципе, извечные. И даже ваш мужчина или тот, кто вам важен, как-то одумается. А, чего? Как это так? Она такая красивая стала, такая притягательная стала. Даже можете ничего еще не успеть поменять внешне, а уже станете намного привлекательным. Но здесь очень важно делать это не для того, чтобы кто-то заметил. Это опять фокусировка на других людях не сработает. Должна быть действительно фокусировка на себе, чтобы действительно сделать себя любимой, счастливой. Если вы будете думать о других людях, то у вас это не выйдет. Все равно фокус. Я делаю это для того, чтобы другие мне дали. А вы сделаете, что я это делаю для себя. Я сама себе даю, чтобы я была счастлива. Не чтобы другие мне там чего-то давали. И оно само по себе выстроится. Да, вы будете солнышком, притягательным, даже больше ничего не буду выкладывать. Солнце еще это и про эгоизм, в данном случае здоровый. Чтобы мне было хорошо, чтобы было так, как мне хорошо, чтобы было так, как я хочу, да, то есть короной, конечно, ничего не задеваем, но в данном случае я так предполагаю, что здесь люди собрались, которые, наоборот, привыкли фокус внимания иметь на других людях. А здесь нужно конкретно закрыть глазки, никого не вижу, ничего не слышу. Вот мое состояние, я себя чувствую хорошо сейчас или нехорошо. Если нехорошо, то что мне сделать, чтобы было хорошо? А вот пойти в ванну и не мыть посуду. Сходите в ванну, не мойте посуду. Вот здесь у кого-то такая структурность есть, что вот с 10 до 6, ни одной секунды меньше, ни одной секунды больше. Вот все по инструкции, мы поели, надо сразу помыть посуду, ванна только по четвергам, не больше 15. Вот какой-то такой жесткий график у кого-то, что просто вот мне уже душно. Никого не хочу обидеть. Я о том, что вот позвольте себе иногда не помыть посуду, позвольте себе иногда не протереть пыль, дайте себе отдых, дайте то, что вы в данном случае у вас не по графику, но то, что вы хотите, да? Обратите внимание на себя и на свои желания. Я вас благодарю за то, что вы со мной. Подписывайтесь, если вы еще не со мной. Будет очень приятно почитать ваши резонансы, вопросы, какие-то комментарии в комментариях. И благодарю вас за донаты, за лайки. Вся информация всегда под видео. И до новых встреч!